Оригинальная конструкция. Заря автомобилизма. Здрасте. Видите, Шура, что можно сделать из обычной швейной машинки Зингера? Если вы уже давно подписаны на мой канал, то вы наверняка помните неожиданно скандальную историю про Красную Шапочку и ее исторические корни. Там, в средневековом прототипе сказки, Серый волк предлагал Красной Шапочке выбор из двух лесных тропинок – тропы булавок и тропы иголок. И тропа иголок символизировала выход девочки из детского состояния, потому что в подростковом возрасте девочка начинала учиться шить. И она начинала до 30% своего времени проводить за шитьем, как все взрослые женщины. До того, как промышленная революция совершенно перевернула наш быт, женщины всех сословий, за исключением только самой-самой привилегированной верхушки, тратили колоссальное количество времени на шитье одежды и других предметов обихода. Оглянитесь вокруг себя. Все, сделанное из ткани, не покупалось. Покупалась ткань, из которой все это надо было сшить. Не только одежду, но и постельное белье, полотенца, скатерти, салфетки, шторы. Все это изготовлялось вручную, на дому, хозяйкой, ее дочерьми и прислугой женского пола, если она у нее была. Только самые-самые богатые заказывали большую часть шитья профессиональным портным. Но и у них в поместьях камеристки и горничные постоянно что-то штопали, подшивали и перешивали. Поскольку, исторически говоря, древнейшей женской профессией является не то, что вы подумали, а шитье. Шить начали до изобретения прядения и ткачества. Шитье возникло в эпоху палеолита при мамонтах. В Денисовой пещере на Алтае нашли не только останки древних людей, но и костяную иглу, которой 50 тысяч лет. До того, как появились ткани, люди каменного века по всей Европе и Азии шили одежду и палатки из шкур, используя швейные иглы из кости или рогов и нитки, сделанные из сухожилий и кишок животных. Эти древнейшие навыки сохранились у некоторых народов до новейшего времени. Например, инуиты используют сухожилия карибу в качестве ниток и иглы из моржовой кости. А в Африке зулусы использовали тонкие полоски пальмовых листьев в качестве нитки для сшивания более широких полос пальмовых листьев. Коренные американцы размачивали листы агавы, и из них можно было получить крепкие длинные волокна, соединенные на конце острым кончиком, то есть сразу иглу с ниткой. А вообще, если вас интересует, как древние люди умудрялись проковыривать в костяных, а потом и металлических иглах игольное ушко, это было очень трудно сделать, поэтому иглы долгое время были довольно дорогой вещью. Со времен Средневековья и до XVII века швейные инструменты, иглы, булавки, игольницы включались в приданое многих европейских невест, потому что повседневное шитье, в отличие от сложного профессионального шитья, считалось исключительно женским занятием. Настолько, что, к примеру, немногие храбрые женщины, приехавшие на золотую лихорадку в Калифорнию, в легкую сколачивали себе состояние, просто беря на починку одежду у мужчин, прибывших копать золото, и совершенно не умевших и не желавших латать одежду, что было совершенно необходимо, и поэтому они готовы были платить за услуги швеи в прямом смысле слова золотом. Буквально до второй половины XX века люди не покупали новый предмет одежды просто потому, что им было скучно и хотелось чего-нибудь новенького. Одежда была дорогой, и ее покупали только по необходимости, после чего прилагали все усилия, чтобы она была как можно более долговечной. И женщины не только шили новое, но и штопали, чинили и перешивали старое. Когда одежда изнашивалась, ее не выбрасывали, а распарывали, и ткань использовали для изготовления новых предметов одежды. Или из нее делали
лоскутные одеяла и прочие мелкие предметы домашнего обихода, всякие салфетки и бабы на чайник. Промышленная революция переместила производство текстиля из домов на фабрики. Все больше и больше готовой одежды для среднего класса производилось профессиональными швеями и портными. Рукоделие было одним из немногих оплачиваемых занятий, считавшихся приемлемыми для порядочных женщин. Но оно не обеспечивало прожиточного минимума. Швеи-надомницы часто работали по 14 часов в день. Даже самая опытная ловкая швея тратила как минимум 10 часов на пошив одной мужской рубашки. А сколько времени тратилось на подрубку бесконечных простыней, скатертей и подолов женских юбок 5 метров в диаметре. Миллионы женщин часами сидели, сгорбившись, и при свете свечи делали бесконечные крошечные стежки, искалывая себе руки и портя глаза и спины. Швейная машина стала их избавителем и проклятием. Учитывая, как давно человечество занимается шитьем, швейная машина была изобретена чрезвычайно поздно, только в конце Первой промышленной революции. К этому моменту прядение и ткачество давно были механизированы. Жаккардовые ткацкие станки уже умели ткать узорные ткани по перфокартам, фактически программировались, а сшивали потом все эти ткани все еще вручную. На самом деле механизировать шитье оказалось очень сложным делом. Даже самый простой шов, самое примитивное шитье, которому может обучиться практически любой человек, включает в себя сложнейшую координацию движений и тонкое манипулирование объектами. Игла в руке швеи постоянно меняет направление. Швея непрерывно контролирует натяжение нитей, ткани, направление и длину стежка, приноравливается к изменению толщины и плотности швов. Перевести это в ограниченный алгоритм движения машины оказалось очень трудной инженерной задачей. И первой была изобретена машинка, которая шила кожу или очень толстую ткань по прямой короткими строчками. Ее изобрел и запатентовал в 1790 году английский изобретатель Томас Сейнт. Спустя 80 лет его машину воссоздали по патентным чертежам, и сейчас этот экспонат стоит в музее. Его даже с некоторым трудом заставили работать. Машина Сейнта уже смутно напоминает современную швейную машинку с ручным приводом. Но это была одна уникальная машина, не получившая распространения. Первая швейная машина, которую размножили и начали реально использовать, была изобретена только спустя 40 лет французом Бартолеми Тиманье. Франция опять с кем-то воевала, и ей требовалось пошить большое количество униформы. Тиманье получил патент на свою машинку 17 июля 1830 года. И в том же году он и его партнер открыли первую в мире компанию по машинному производству одежды. На улице Севр в Париже была открыта мастерская, в которой стояло около 80 швейных машинок. Эти первые машины работали тамбурным швом, фактически повторяя не процесс ручного шитья, а процесс вышивания. Тамбурный шов – это такой шов в виде ряда петелек. И по неплотной ткани или трикотажу его можно выполнять крючком. Причем крючок ходит только вверх и вниз, ему нужно только постепенно подавать полотно. И машинка Тиманье именно так и шила, тамбурным швом и крючком, который проносил петлю на один стежок вперед, потом прокалывал ткань, подхватывал нить снизу, вытягивал ее на лицевую, продевая через петлю, снова делал стежок, вперед, прокалывал ткань, вытягивал нить и так далее. Получался такой шов-косичка. Если хоть в каком-то месте нитка рвалась, весь шов мгновенно распускался. При том, что петельный шов вообще легко цепляется, и на него требуется очень много ниток. Несмотря на это, машина Тиманье была введена в эксплуатацию, потому что она шила куда быстрее, чем человек. 200 стежков в минуту против 30 стежков самого ловкого портного.
И именно поэтому его фабрика была через год сожжена рассерженными портными, боявшимися потерять работу под натиском этого дьявольского изобретения. То есть истерика на тему «роботы заменят людей» – это не изобретение нашего века. Искусственный интеллект не отберет у вас работу. Это сделают люди, которые научатся использовать искусственный интеллект. Практически то же самое уже произошло в начале XIX века. В то время как во Франции портные жгут мастерскую Тиманье, на другой стороне океана американцы делают принципиальный прорыв в дизайне швейных машин. Появляются прототипы машинки с челночным стежком, где для изготовления шва используются одновременно две нити. Одна нить идет по лицевой стороне изделия, а другая по изнанке. А вместе дырочек в начале и конце каждого стежка они зацепляются одна за другую. Идеально бы внутри ткани, но если у вас не отрегулировано натяжение нити, то машина начинает петлять. Нитки с одной стороны выбиваются на другую. Проклятие моих уроков труда. Чем, кстати, сейчас занимаются дети на уроках труда в школе? Расскажите в комментариях, я даже представить себе не могу. Чинят сотовые телефоны. Первая американская швейная машина с челночным стежком была изобретена Уолтером Хантом в 1832 году. Хант вообще был плодовитым изобретателем. Вот неполный список его изобретений. Пожарная машина, точилка для ножей, авторучка, безопасная булавка, предельная машина для льна, усовершенствованная масляная лампа, машина для подметания улиц, машина для сортировки почты и самозакрывающаяся чернильница. Он также изобрел обувь с присоской, которую, как утверждалось, использовали цирковые акробаты, чтобы подниматься по отвесным стенам и ходить вверх ногами по потолкам. Spider Pig does whatever a Spider Pig does. Швейная машина Ханта имела изогнутую иглу, несущую верхнюю нить горизонтально над тканью, и подвижный челнок, на вроде ткацкого, несущий нижнюю нить под тканью. Машина эта была, мягко говоря, не идеальной и часто застревала. Но Хант не стал ее дорабатывать и патентовать, поскольку его жена и дочь убедили его, что внедрение швейных машин создаст безработицу среди швей, и это не богоугодное дело. Но прогресс было не остановить. В 1845 году Элиас Хау патентует свою швейную машину, в которой он использовал гениальную находку, до сих пор использующуюся во всех швейных машинах – иглу с ушком на острие, а не на пятке. Для тех, кто ни разу не приближался к швейной машинке, вот так выглядит машинная игла. Несмотря на получение патента, Элиас Хау не смог найти инвесторов в Соединенных Штатах. Швейная машина была сложным и дорогостоящим агрегатом и требовала значительного начального финансирования. Поэтому он отправился в Англию искать инвесторов там. Когда через пару лет Хау вернется в Америку, он обнаружил, что соотечественники налево и направо нарушают его патент. И Хау ввязывается в патентный диспут, который получит название «Война швейных машинок». Он даже не представлял, с кем связался. На сцену в прямом и переносном смысле выходит Айзек Мерит Зингер. Если вам нужен исторический пример безрогого дьявола, воплотившего в себе все пороки и достижения капитализма, не надо далеко ходить. Представляю вам Айзека Зингера. Исключительно способный, предприимчивый и изобретательный, при этом начисто лишенный совести, жадный до внимания, женщин и удовольствий, он нажил мультимиллионное состояние и обеспечил себе место в истории технологий. Швейные машинки с его именем на корпусе до сих пор используются по всему миру и до сих пор работают на благо и на зло одновременно. Зингеру удалось, несмотря на жесточайшую конкуренцию, стать самым успешным производителем швейных машин в мире, чьи машинки в Советском Союзе 1924 года будут называться обыкновенными, то есть распространенными.
Он также станет отцом 24 детей от нескольких женщин, с которыми он будет судиться не меньше, чем со своими бизнес-конкурентами. Его немецкое имя было Исаак Рейзингер, но он родился и жил в США, поэтому мы называем его Айзеком Зингером. Он был сыном немецкого иммигранта и взбалмошной американки, которая бросила мужа, оставив на него детей. В 12 лет Айзек сбежал из дома, чтобы присоединиться к бродячей театральной труппе. В душе он всегда оставался актером. Он безумно любил быть в центре внимания, и он был кошмарным ловеласом. В возрасте 19 лет Айзек Зингер женился на 15-летней Кэтрин Хейли. У пары было 2 детей, что не помешало Зингеру бросить ее. В 1836, будучи еще женатым на Кэтрин, Зингер начал 25-летний роман с актрисой Мэри Энн Спонслер, с которой у него было 10 детей, 2 из которых умерли при рождении. Зингер вообще был очень плодовитым человеком, во всех смыслах слова. В 1839 году, когда ему было 28 лет, Зингер получил свой первый патент на машину для сверления камня. Продав его за $2000, это более 150 тысяч в современных долларах, одной строительной компании, Зингер решил стать антрепренером. Он организовал свою собственную театральную труппу, которую назвал Merit Players, и отправился с ней в турне. Он продолжал появляться на сцене, но время покажет, что он был гораздо более талантливым инженером, чем актером. Спустя 10 лет, в 1849 году, Зингер разработал и запатентовал машину для резьбы по дереву и металлу, предназначенную для изготовления типографских шрифтов. Ему удается получить аванс на создание рабочего прототипа от Джорджа Зибера, который становится его финансистом и партнером. К сожалению, вскоре после того, как машина была построена, в мастерской взорвался паровой котел и уничтожил прототип. Об удовольствиях работы с тогдашними паровыми машинами много говорилось в ролике о Берти Бенц и ее первом автопробеге. Пока Зингер и Зибер мастерили машину для резки шрифтов, в том же здании этажом ниже некто Орсон Кей Фелпс работал над модификацией швейной машины на основе конструкции Хау. Фелпс попросил у Зингера совета, как сделать машину удобнее и надежнее. Зингер значительно улучшил дизайн Хау. Он впервые оснастил швейную машину ножной педалью, освободившей швее вторую руку. Его машины могли строчить зигзаг. И до изобретения оверлока это был первый способ подрубать края ткани без подгиба. А главное, они работали без затыков и производили 900 стежков в минуту, что было в 3 раза эффективнее модели Хау. 12 августа 1851 года Зингер получил патент США на свои усовершенствования. Совместно с Зибером он организует компанию I.M. Зингер и начнет выпуск своих швейных машин. К концу 1853 года Зингер продал 810 машин. Когда предприятие начало приносить доход, Зибер попытался намекнуть Зингеру, что ему причитается часть. Но тут он внезапно заболел. Его болезнь не была серьезной, как выяснилось потом. Но Зингер вошел в сговор с его доктором и убедил партнера, что тот при смерти. И он уговорит Зибера продать ему его часть компании за $6000. Где-то в этот момент Хауи впаял ему судебный иск за использование его дизайна с иголкой с ушком на конце. Спохватываются другие держатели патентов на отдельные части, и начинается война швейных машин. То есть вы уже поняли, что Айзек Зингер не был ни изобретателем швейной машинки, ни первым производителем швейных машинок, ни даже первым производителем швейных машин в США. Когда он вошел в индустрию, несколько компаний уже вывели на рынок свои швейные машины. И каждое из этих предприятий было основано изобретателями. Аллен Уилсон и Натаниэль Уиллер разработали вращающуюся шпульку, которая работала тише и плавнее качающегося челнока. В результате чего компания Уиллер и Уилсон продала больше машин в 1850-х и 60-х годах, чем любой другой производитель.
Уилсон также изобрел механизм продвижения ткани с зубчатой рейкой, протягивающей ткань под иглой, который до сих пор используется на каждой швейной машине. Были и другие патенты на важные части швейных машин, и в результате ни одна из компаний, их производящих, не могла успешно конкурировать на рынке, не нарушая патенты конкурентов. В результате с 1851 по 1856 индустрия погрузилась в патентную войну, где 4 главных производителя – Зингер, Хау, Уиллер и Уилсон и Гровер и Бейкер – судили друг друга за нарушение своих прав. В конце концов, в 1956-м они пришли к соглашению, образовав трест производителей швейных машин. Каждый из участников треста согласился выдать лицензии 3 другим на ту часть патентов, которой они не обладали, и получал от них за это роялти. Таким образом, все 4 компании могли производить швейные машины, не изобретая велосипедов и не нарушая законов. И эта комбинация просуществовала, пока последний из 9 участвовавших патентов не истек в 1877 году. И поскольку абсолютно все использовали иглы Хау, то по договору он получал $5 роялти за каждую машину, проданную в США, и по $1 за каждую, проданную за границей. Он умер в юном возрасте 49 лет, получив $2 миллиона роялти за свои изобретения. Это примерно 40 миллионов на нынешние деньги. У Зингера на момент его смерти будет в 6 раз больше. Первыми покупателями швейных машин были производители готовой одежды. Фабрики, а не частные лица. И первые машинки Зингера были солидными чугунными аппаратами, весившими 125 фунтов. Это 56 килограмм. Но в 1856 году Зингер открыл новый завод в Нью-Йорке и начал продавать машины меньшего размера для домашнего использования. Эти машины были более легкими, а те, что с ручным приводом, были даже портативными. Их деревянные корпуса были очень красиво украшены инкрустацией из дорогих пород дерева. К сожалению, цена этих первых швейных машинок была несусветная, больше $100 при средней годовой зарплате в 600. Поэтому, несмотря на большой интерес общественности, машинки не то чтобы прямо разлетались с прилавков. Зингер использовал свои способности шоумена и знания психологии женщин в своей маркетинговой стратегии. Во-первых, он сумел убедить потенциальных покупательниц, что у них вполне хватает ума и смекалки, чтобы оперировать таким сложным на вид аппаратом. Для многих женщин того времени это была освежающая идея. Обычно их воспитывали в представлении, что женщины вообще не должны приближаться к технике. И если у вас возникло обманчивое впечатление, что Зингер был феминистом, то нет. Впервые предложил идею рекламировать швейные машины женщинам его деловой партнер Эдвард Кларк. И Зингер на это ответил: «Это дьявольское изобретение, вы хотите покончить с единственным, что заставляет женщин молчать, с их шитьем». Но у Зингера хватило ума разглядеть потенциальный новый рынок. Его компания продавала машины за полцены самым уважаемым дамам в городе, таким как жены пасторов. Те были рады предоставить свой авторитет в обмен на хорошую скидку и пропагандировали швейные машины среди своих знакомых дам. Зингер устраивал элегантно обставленные шоурумы, где хорошо обученные, привлекательные, интеллигентные барышни демонстрировали, с какой легкостью они управляются со швейными машинками, не теряя женственности и изящества. С одной из этих барышень Зингер заведет тайную семью, 3-ю по счету, поскольку он еще не был разведен с первой женой и много лет жил в гражданском браке со второй. Так вот, этот его партнер Эдвард Кэббот Кларк, юрист по профессии, фактически изобрел покупку товаров в рассрочку. Вы делали первый взнос и могли нести машинку домой, после чего вы выплачивали баланс в течение 2 лет небольшими порциями, что было по карману даже семье среднего достатка. Может быть, все-таки возьмете частями? Кроме того,
компания ввела программу обмена. Вы могли принести швейную машинку конкурента и обменять ее на $50 кредита для покупки машины Зингера. Сейчас вы делаете нечто подобное с сотовыми телефонами, а тогда это было полнейшее новшество. Эти меры привели к тому, что швейные машинки Зингера стали обычным предметом в семьях среднего класса. Хозяйки могли теперь гораздо быстрее и качественнее шить вещи для дома и, если угодно, на продажу. И среди благотворительных групп появляется тренд, возможно, знакомый вам по классике отечественной литературы, покупать швейные машины опустившимся женщинам, чтобы дать им возможность честно зарабатывать себе на жизнь. Потому что теперь швея, вооруженная машинкой, могла нарабатывать достаточно, чтобы прокормить себя и детей, не прибегая к подработке на панели, что было, к сожалению, довольно типично в первой половине века. В 1855-м машина Зингера получила первый приз на Парижской всемирной выставке. К 1961 году Зингер уже продавал за рубежом больше машин, чем в Америке. Финансовый успех позволил ему купить особняк в центре Манхэттена, где он жил с Мэриэн Спонслер, пока она не заметила его едущим по 5-й авеню в обнимку с его сотрудницей, Мэри МакГонигал, по поводу которой у нее давно были подозрения. Подозрения оказались не беспочвенными, у Мэри МакГонигал и Зингера было 7 детей. Мэриэн, за последние 20 лет привыкшая называть себя миссис Зингер, начала исключительно скандальный судебный процесс против Айзека, обвинив того в двоеженстве. МакГонигал была тут ни при чем. Зингер все еще был женат на своей самой первой жене, Кэтрин. В 1860 году Зингер начал развод с Кэтрин, обвинив ту в супружеской неверности. А сам, выпущенный под залог, бежал от публичного скандала в Париж в компании МакГонигал. После чего обнаружилось, что у него в Нижнем Манхэттене есть еще одна семья. Мэри Иствуд Уоллес, демонстратор швейных машин, и ее дочь. Пока Айзек отсутствовал, Мэриэн начала предпринимать попытки получить по суду часть доходов его компании, утверждая, что, хотя она никогда официально не была замужем за Айзеком, они были женаты гражданским браком. Тем временем Айзек в Париже тоже не терял времени и познакомился с 19-летней Изабеллой Жени Бояр. Он вернулся с ней в США, к тому времени она уже была беременна, и они поженились 13 июня 1863 года. Вместе у них было 6 детей. Всего Зингер за свою жизнь признал 22 выживших ребенка от 4 женщин. И многие считали, что это далеко не полный список. Зингеровские скандалы с бабами вынудили Эдварда Кларка переорганизовать компанию, создав корпорацию, которая была независима от Зингера и не могла оказаться под угрозой финансовых домогательств со стороны его женщин. В 1863 году компания I.M. Zinger & Co. была распущена и образовалась The Singer Manufacturing Company, которая сейчас называется корпорацией Зингер. Айзек Зингер умер в 1875 году от сердечного приступа. Его похороны были пышным мероприятием с 80 конными экипажами и примерно 2000 присутствовавших. После его смерти его женщины и дети продолжали судиться за его деньги, а его компания продолжала процветать. В 1885 году компания Зингер основала крупнейшую в мире фабрику по производству швейных машин в Шотландии, недалеко от Глазго. Фабрика производила 8000 швейных машин в неделю и давала работу 3500 человек. Это сделало компанию Зингер одной из первых транснациональных корпораций со штаб-квартирой в Америке и представительствами в Париже и Рио-де-Жанейро. О чем говорить? Вы сами понимаете. 1,5 миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Машина Зингера могла делать 900 стежков в минуту. Теперь на изготовление рубашки уходил час, по сравнению с 10-15 часами ранее. И массовое перепроизводство привело, с одной стороны, к падению цен,
а с другой – к давлению на заработную плату и структурной безработице. Массовое внедрение швейных машин в индустрию привело к тому, что квалифицированные швеи и портные, умевшие быстро и аккуратно шить, могли быть заменены менее квалифицированными, а значит ниже оплачиваемыми сотрудниками. Качество продукции падало, но при этом вырастала производительность. Мы встали на путь дешевой моды и одежды на выброс, с которого сейчас безуспешно пытаемся сойти. Внедрение швейных машин не уничтожило надобности в швеях, но оно изменило отношение потребителя к их труду и их продукции. Мы постепенно перешли от мнения, что поношенные вещи нужно чинить, к тому, что их надо выбрасывать и купить новые. Дьявольская машина Зингера позволяет нам менять гардероб каждый сезон и одновременно производить более 10 миллионов тонн отходов в год, загрязнять источники воды красителями и воздух токсичной гарью. Текстильная промышленность является одним из главных загрязнителей окружающей среды и периодически оказывается связана с трагедиями и скандалами, связанными с каторжными условиями труда работников. Швейные машины избавили миллионы женщин от нудной монотонной работы, но они не спасли профессиональных швей от эксплуатации и тяжелых условий труда. И возвращаясь к тому, что я уже сказала. Машины, какими бы умными и сложными они ни были, не лишат людей работы, но они могут принципиально изменить их жизнь. А поэтому не прекращайте учиться. И покупайте меньше дешевых тряпок. Перестаньте подпитывать этого монстра своими деньгами. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. До свидания. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы. И на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч.